Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад неожиданности и сюрпризы июля. События до конца месяца. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. У нас сегодня две колоды. И первая – это цыганский старинный пасьянс, который нам больше расскажет о действиях именно, событийный ряд. И колода Таро покажет, что вы будете как чувствовать, может быть, или дополнит значение карт цыганского пасьянса. Будем, конечно, реалистами. У кого-то может ничего не совпасть. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но если мы с вами допустим как раз альтернативные варианты развития событий, я надеюсь, какой-то свой пазл сложим или будем готовы к тому, что в любой момент что-то может меняться. У нас сейчас, пожалуй, жизнь такая. И то, что было невозможно, на самом деле может быть. Это факт. Итак, я смотрю на совпадение, и вы тоже, пожалуйста, наблюдайте. Напишите, если я что-то пропустила, мы с вами обсудим. Что для стрельцов неожиданности и события до конца июля? Вот есть какой-то пункт, момент, по которому вы тревожитесь. Это значение ни о чем, цепи. Это сердечная тяжесть. Вот что-то либо не нравится, или что-то не стыковалось, мои дорогие стрельцы, ровным счетом так, как вы себе это запланировали. Давайте идем дальше. Или приходит какое-то известие, тут будет двояко. Приходит какое-то известие о том, что вы не знаете, как поступить. Или то, что вы не были к чему-то готовы. И это может у вас вызывать тревогу. Хотя для кого-то из вас была вот эта тревога, и наоборот приходит известие, и вы видите, как решить тот или иной вопрос. Вот тут будет по-разному, перекладывайте на себя. У кого-то еще один вариант, мои дорогие. Вы переживали именно по деньгам, получу или нет. Может быть, были какие-то, ну, как известия, информация, что деньги могут задерживаться, а вот тут как раз вы их получаете. Деньги есть, деньги будут. Смотрим дальше. Для кого-то из вас получение важного документа. Может быть согласование какого-то вопроса. Выпадает и молния вверху, как бы рядом находятся эти значения, и это может быть взаимосвязано. А корона – это высшие инстанции, и это чиновники. Или, мои дорогие, для вас, для кого-то вот эти вот в одной плоскости три карты, давайте еще одну открою точно. Смотрите, как у вас совпало. Молния, дальше мы говорим, деньги, власть, да, и открытая книга в этой колоде карт – это как казенный дом, говоря, ну, цыганским языком, или учреждение, инстанция, это ваша работа, или любые инстанции, или согласование как с чиновниками. Кто-то из вас может конкретно получить внезапно, может быть, обстановка самая разная, вот на вашем месте занятости, и вдруг получается, ну, там происходят какие-то изменения, вам могут предложить как раз должность, и так может быть. И это будет свидетельствовать еще о том, что увеличивается ваш доход, ваше жалование. И все это молниеносно и неожиданно. Или получение денег неожиданно, повторяюсь, или согласование каких-то денежных вопросов, или решение какого-либо вопроса, так или иначе, которое связано с чиновниками и, может быть, отчасти с деньгами. То есть тут конфигураций, наверное, сотня. Правда, мои дорогие? Не тревожьтесь. Вот с этого начинается наш расклад. Победа. Что-то у вас получается. Стрельцы сумеют решить важные вопросы, это точно. Вот смотрите, есть решение, но есть еще и такой момент. Какое-то согласование. Что-то вы сделаете, а может быть, следом еще какое-то приходит решение, информация, извините, которая нас может ставить в тупик.
Или вы куда-то собирались отправиться. Может быть, потому что у нас еще это совпадает одновременно с кольцом. Может быть, есть конкретно какой-то союз. Но по какой-то причине вы не можете быть вместе. Может быть и так. Выпадает бокал, это гости. Но это одновременно еще и при победе, да, вот рядом находятся карты. Поэтому так или иначе вы какой-то вопрос для себя решите очень положительно. Но будет еще и то, что в то же время, что вы не сможете изменить, увы. И может быть это вы куда-то поедете. Вот посмотрите, у вас совпадает бокал, дорога. Сейчас мы откроем до конца остальные карты. И в то же время победа. Поэтому даже соглашайтесь, если вас куда-то приглашают, отправившись на какое-то, может быть, мероприятие. Или, неважно, что касается, это чего касается мероприятия, или с чем оно связано. Как будто стрельцу нужно ехать. Или какую-то поездку вам обязательно нужно совершить, потому что это ведет к победе. Кто знает, может быть, вы отправитесь в определенную местность, и там вы какой-то вопрос сумеете решить, вы увидите своими глазами, и для вас будет больше ясности, открытости, понимания какого-то. А вообще у вас перемены на пороге. Вот посмотрите. Часы – это конкретно перемены в вашей жизни. Для кого-то из вас часть согласований вы совершите. Может быть, изменится какая-то... Меня ведь смотрят люди из разных стран, приходит какое-то известие, и вам нужно быстро будет собраться, отправиться. А у кого-то даже, ну, может быть, и с семьей, если вы человек семейный. Какие-то события происходят, которые, вот смотрите, безусловно, что-то радует. У вас достаточно сильная позиция, но вы не можете расслабиться. Во второй половине июля вам придется контролировать, ну, абсолютно все. И причем контролировать это беспристрастно, не про эмоции. Да, будут где-то приятные моменты, но сказать место какой-то восторженности, то нет. Вот даже если победа, то больше так вот хладнокровно. И пусть даже вот как у кого-то это праздник, или ну, когда вы собираетесь с друзьями, какое-то может быть и торжество. А для вас нужно оставаться реалистами, потому что что-то на кону у вас важное. И плюс сами по себе перемены. Интересно, давайте дополним, мои дорогие стрельцы, картами Таро. Неожиданности и сюрпризы. События до конца июля. У кого-то в личной жизни, повторюсь, двойка чаш. И может быть это встреча с любимым человеком. Для кого-то из вас это будет говорить о том, что ведь двойка чаш еще отчасти дипломатия, карта дуальности, когда мы со всеми умеем договориться, когда мы умеем себе не навредить. И вот у кого-то может быть такая ситуация. Или что-то может и встать как бы на паузу, или вам придется какие-то сроки пересматривать по части личной жизни или личного союза, или каких-то встреч. Но, я бы сказала, все равно перемены запланированы. Все равно, чему быть, того не миновать. Но двойка чаш вообще-то это про любовь, мои дорогие. У кого-то, может быть, и встреча с человеком, поехали в гости, и там с кем-то познакомились. Почему нет? Запросто, как по судьбе. Неожиданности и сюрпризы, ведь мы неожиданности смотрим. Вот у кого-то любовь. Или когда ваши отношения выйдут на какой-то другой уровень, если вы долгое время дружили, общались, встречались. Неожиданности и сюрпризы, стрельцы. Рыцарь мечей. Вы можете также столкнуться с человеком, по этой карте проходят и проверяющие, по этой карте проходят и люди, которые нам приносят какие-то вести. И, может быть, приходится быстро собраться, подпоясаться, и буквально вот как человек нам показан. Какая-то дорога, которую вы не можете отменить. Но так в целом по этой карте мы можем еще столкнуться с людьми, у которых сложный характер. А нам с ними придется договариваться. И вот где-то колокол может как раз и означать, что в вашей жизни будет тот человек, который какую-то новость вам может принести. Ну так, знаете, подать ее как мокрое полотенце. Больше эмоций добавить, чем следует.
а по факту вы потом со всеми разберетесь, со всеми делами, и, ну, как-то не будет какой-то безвыходной ситуации, понимаете, вот в конечном итоге. И по рыцарю мечей, когда мы отталкиваемся от истины, от правды, и судьба находит выход, правда. Но наша задача не попасть где-то на эмоциональные уловки. Вот такое может быть. По рыцарю мечей, как нам могут что-то с пафосом говорить или подавать нам какое-то дело как абсолютно точно выигрышное. А на самом деле реальность, она будет в другой плоскости. Так и наоборот, могут искажать эту реальность, говорить, что нет, все плохо, не получится. А на самом деле истина тоже где-то рядом. Будьте реалистом от начала до конца, мы уже об этом с вами сказали. Потому что вам нужно видеть не так, как вот видят люди, не их глазами или не тем, что они транслируют, а делать свои собственные выводы, мои дорогие стрельцы. Что же еще неожиданности и сюрпризы? Вы найдете выход даже из самой сложной ситуации. Туз мечей. Это как выход из лабиринта. Или из липкой паутины мыслей. С чем-то вы, правда. Может быть, вы будете искать информацию. У нас выпадает, как мы уже сказали, казенный дом. Может проиграться у кого-то. Согласование нужно делать. Может быть, у кого-то и в суде. С учетом рыцаря мечей. И тогда мы хотим узнать истину, правду. И мы ее узнаем, и нам это помогает решить тоже какой-то вопрос. Дважды помогает, потому что даже если какая-то очень сложная тема, вы будете знать, как, или найдете нужную информацию, мои дорогие стрельцы, вы будете знать, как это дело обустроить. Найдете выход, одним словом. Неожиданности и сюрпризы. Старший аркан Иерофант. Кто-то, правда, из вас получит новую должность. Кто-то найдет выход из сложной, даже очень сложной ситуации, мои дорогие. Поэтому не теряйте веру в себя. Тут вы, как знаете, какой-то альтернативный путь можете найти. Причем, неважно, кто там что думает. Вы сами должны быть на своей волне, чтобы вас никто с ваших же настроек не сбил. По карте Иерофант кто-то из вас отправится учиться. Да. И это будет по Иерофанту, как вы добавляете себе знаний, и в последующем изменится ваш статус, изменится ваш оклад или ваше жалование. Для кого-то из вас это в личной жизни, повторюсь, действительно произойдут какие-то перемены, когда была дружба, а теперь вы решите даже венчаться вот по этой карте и бракосочетания, или по этой карте то, что мы делаем по традициям. Конечно, у кого-то мы все разные, может и развод быть, правда? Ведь карта Иерофант – это то, что мы делаем по регламенту, то, что как система. Когда мы уважаем как систему, так и власть. И тогда власть уважает нас. Есть какая-то размеренность, и есть то, что по судьбе. Действительно, судьба находит выход. И что-то для вас хорошее, определенно, такое, знаете, фундаментально хорошее, будет до конца июля. Но при этом связи с реальностью не терять, потому что могут как будто сводить вас с пути истинного или дополнять ложную информацию. А истина будет вот где-то рядом. Давайте мы еще узнаем. Сюрпризы для вас, мои дорогие стрельцы. Ну вот все то, что я уже вообще в нашем раскладе сказала, Верховная Жрица, интуиция, где-то мы на своей волне. И пусть не в этой колоде, но в основном в колодах Таро Верховная Жрица, она всегда изображена между двух колонн. Одна светлая, другая темная. Светлое – это то, что нам транслируют, или это то, что мы транслируем сами. А темное – это как раз вот как причина и следствие, или какая-то есть проблема. Мы видим только как у айсберга верхушку, а нам нужно докопаться до сути какого-то дела. Или узнать, где находится истинная правда. Все то, что я говорила по рыцарю мечей. И вам самим хранить молчание, оно вам помогает, это правда. Когда вы не предвосхищаете, что вы собираетесь делать, когда вы больше о себе молчите, нежели кому-то что-то рассказываете. Но и определенная тайна тоже и для вас может скрыться. Вот для кого-то тайное стать явным может. Вы думали как-то в одном ключе, все же вот этот колокол, который совпадает, и тут вдруг внезапно придет какое-то известие, и вы, благодаря, кстати, ему, вы можете многое расставить по местам. Пусть и для кого-то оно не очень может нравиться, но тем не менее
какая-то реальность, она находит выход тоже, чтобы видеть ясно, что же есть по факту для вас. Это важно. Давайте неожиданности и сюрпризы, последнюю карту. Ну вот ваше направление. Что бы вы тут ни планировали. И в каком бы вы статусе ни находились, мои дорогие стрельцы, ведь это карта семьи, карта любви, карта благополучия, изобилия, процветания, успешного решения самых разных вопросов, каких-то важных согласований, которые мы делаем для себя, для своей семьи. Мы что-то улучшаем. В целом, конечно, карта будет говорить, особенно для тех, кто один или одна, не находись в гордом одиночестве. У тебя сейчас очень хороший период планетарно и вообще возможностей, когда вы можете познакомиться. Не замыкайся где-то себе, вот об этом тоже будет говорить карта. Но и для тех, кто в паре, действительно удивительные какие-то возможности могут открыться, даже если они приходят, ну, каким-то не совсем традиционным путем, но что-то для себя, для своей семьи сделать очень хорошо или для своего продвижения. Все же десятка чаш – это благополучие в квадрате и отчасти и финансы, и вам тоже ведь об этом сказали карты цыганского пасьянса. Самые разные направления вы как можете объединить или сложить в какой-то красивый пазл, красивый узор вашей жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.